Inabitec DICOM просмотрщик. Анализ кровотока. Inabitec DICOM просмотрщик в редакции Pro позволяет вычислять и отображать данные о кровотоке для последующего анализа. Для использования функции анализа кровотока необходимо открыть мультифазные магнитудную и фазоконтрастную серии МРТ исследования сосудов. В меню изображения выберите пункт «Анализ кровотока», откроется форма для установки параметров и выбора серий. Данные о максимальной интенсивности должны быть в DICOM тегах исследования. Этот параметр обязателен и не редактируется. Параметр кодировки скорости также берется из DICOM тегов. Если этой информации нет в тегах, вы можете самостоятельно задать данный параметр. Теги могут содержать данные о частоте сердцебиения. Если ее нет, введите значение вручную. Максимальное число автоматически найденных ROI или областей интереса – это параметр, который ограничит количество построенных сосудов для анализа. Далее автоматически определяются контуры сосудов, а также строятся графики. В таблицах отображаются результаты анализа. Рассмотрим основные инструменты и параметры. По умолчанию открывается вкладка «Общий». Контуры сосудов имеют разный цвет. Для каждого строится соответствующий график. В блоке «Сосуды» есть возможность выбрать сосуд для последующего редактирования, показать или скрыть конкретный ROI сосуда и задать ему цвет. Опция «Инвертировать» для значений Vmin и fTotal перевернет график для сосуда, у которого данные о скорости кровотока имеют отрицательные значения, например, для нисходящей части сосуда аорты. Программа самостоятельно анализирует, нужно ли инвертировать график. Инструмент «Найти ROI сосуда по точке» позволит обнаружить сосуд в один клик. Работа с инструментами доступна только в магнитудной серии. Если щелкнуть на месте сосуда, для него построится контур. Функция может помочь восстановить удаленный ROI сосуда. Инструмент ROI сосуда «Контур» позволяет редактировать контур сосуда, по аналогии функции сегментации с помощью контуров, а также создать новый ROI сосуда. Контур каждой фазы сосуда редактируется отдельно. Инструмент FK-МРТ параметры со значком шестеренки позволит изменить значение частоты сердцебиения и кодировки скорости, которые были заданы при открытии формы анализа кровотока. Графики отображают только мгновенные параметры кровотока. Вертикальная ось содержит значение выбранного параметра, а горизонтальная ось содержит значение времени. График «Средняя скорость» — это усредненное значение скоростей, рассчитанных в каждой точке ROI. График «Дисперсия скорости» рассчитывается как среднее квадратичное отклонение значений от средней скорости в каждой точке ROI. График «Площадь» показывает данные об изменении площади сосуда в определенный момент времени. График «Кровоток» – один из основных фазовых параметров, основывается на площади сосуда и скорости кровотока. Опция «Использовать сглаживание» сгладит графические данные. Перемещение и масштабирование графика возможны с помощью нажатия левой клавиши мыши в области графика, при зажатых клавишах Shift или Ctrl. Флаг по размеру окна включает режим автоматической настройки диапазонов значений координатной плоскости в соответствии с отображаемыми графиками. Флаг сбрасывается при ручном масштабировании или перемещении. Вертикальная линия соответствует текущей фазе и перемещается вместе с перелистыванием фаз. Показывать метку отображает метку при перемещении курсора мыши по координатной плоскости. Метка содержит координаты текущей позиции. Таблица «Параметры текущей фазы». В данном блоке отображаются параметры, которые зависят от текущей фазы и вычисляются для каждой фазы отдельно. Vmin – средняя скорость в сантиметрах в секунду. Disp – значение дисперсии скорости. Площадь – в квадратных сантиметрах. fTotal – кровоток в миллилитрах в секунду. Активация флага «Показать дополнительные параметры» отобразит еще несколько столбцов с данными. Vmin и Vmax – минимальные и максимальные значения скорости, рассчитанные по всем точкам ROI, значения в сантиметрах в секунду. F-позитив и F-негатив – положительный и отрицательный кровоток для данной фазы в миллилитрах в секунду. Таблица «Интегральные параметры». Интегральные параметры вычисляются по всем фазам. Vnet – объем кровотока в миллилитрах. V-forward и V-backward – объем положительного и отрицательного кровотока в миллилитрах. CO – сердечный выброс, значение в литрах в минуту, зависит от установленного значения сердцебиения. Далее рассмотрим вкладку PWV
расширенного анализа параметров кровотока. Основной параметр для анализа – скорость пульсовой волны. Для активации вкладки необходимо открыть дополнительную серию, в которой будет возможно построить траекторию пульсовой волны. Откроем серию в сагитальной плоскости, в ней должна быть явно видна исследуемая артерия, в данном случае аорта. Построим траекторию прохождения пульсовой волны. Для этого выберем соответствующий инструмент. С помощью левой клавиши мыши рисуется траектория, ограничиваясь плоскостью среза от одного сечения до другого. По аналогии с контурами, линию можно редактировать. Рекомендуется построение линии примерно в середине ширины сосуда. Таблица параметры пульсовой волны. В данном блоке после построения траектории прохождения пульсовой волны отобразятся следующие параметры. PWTD – расстояние прохождения пульсовой волны в метрах. PWV – скорость пульсовой волны в метрах в секунду. PTT – время прохождения импульса в секундах. Параметр может вычисляться двумя методами. От основания до основания берется начало подъема графиков. Для расчетов используется разница между ними. От пика до пика. Для расчета используются пики графиков. Флаг «Использовать интерполяцию» включает интерполяцию исходных для расчета PTT данных. Используются данные предварительно сглаженного графика. При установке или сбросе опции параметры PTT и PWV пересчитываются.